В маленьком городке Сильвердейл, уютно расположенном между зелеными холмами и сверкающими рекой, жила 8-летняя девочка по имени Лили. Она всегда была жизнерадостной, создавая вокруг себя атмосферу добра и радости. Лили обожала учиться, особенно английский язык, и с нетерпением ждала каждого нового урока, чтобы погрузиться в мир книг, рассказов и новых знаний. Жизнь казалась полна возможностей, и каждая новая страница книги дарила ей надежду на удивительные приключения. Однако в ее жизни произошло нечто неожиданное. В класс пришел новый учитель, мистер Хансон. Как только он вошел в класс, тяжесть его присутствия сделала атмосферу подавляющей. Его высокий рост и строгий взгляд вызывали у детей ощущение, будто они попали в темное царство, где нет места ни радости, ни веселью. С первого же урока Лили почувствовала, что этот человек не такой, как ее предыдущие учителя. С каждой утренней порцией страха и стресса ее радость учебы стала исчезать. Мистер Хансон не проявлял заботы, а наоборот с удовольствием унижал детей, выставляя их на посмешище перед классом. В его глазах не было места ни доброте, ни пониманию. Лили, всегда стремившаяся к знаниям и помощи другим, начала чувствовать себя ничтожной. Каждый раз, когда он выкрикивал ее имя, это звучало как приговор, как гамма низких тактов барабана, за которым следовала тишина страха. Со временем негативные слова мистера Хансона привели к тому, что Лили начала сомневаться в себе. Каждый раз, когда она ошибалась или не могла ответить на вопрос, она чувствовала, как ее уверенность уходит, оставляя за собой только пустоту. Учеба из радости превратилась в тяжелое бремя. Наступил тот момент, когда даже ее мать заметила грустное выражение на лице дочери. «Лили, что с тобой происходит?» — спрашивала она, когда тотально сбившаяся за сон девочка пробуждалась рано утром. Лили не могла найти сил, чтобы рассказать о своих страхах. Она отвечала лишь тихим шепотом, что все в порядке, надеясь, что со временем все изменится. Но это лишь углубляло ее внутреннюю борьбу. Каждую ночь, уходя в сон, она мечтала о светлом будущем, где нет боли и стресса, где любовь и поддержка всегда доступны. Интерес к книгам и приключениям, как будто погружаясь в мечты, давали ей кратковременное успокоение от реальности. В ее мечтах Лили становилась героем, сильным и смелым, способным противостоять любому злу. Однако реальность всегда напоминала ей о ее уязвимости. Когда настал тот день, когда Лили вновь подходила к доске, ее сердце замирало от страха. По мере приближения к ней она осознала, что должна взять контроль над своей жизнью. Однако каждый шаг к доске становился все более тяжелым, ее заикание давило на душу, а страх перед насмешками сковывал. Когда она встала перед классом, мир вокруг нее закружился. «Лили, ты здесь для того, чтобы учиться, или для того, чтобы позориться?» Задавал он вопрос, и его голос был холодным, словно сталь. Она сделала шаг назад, ее страх напоминал удара молота, но что-то внутри нее вдруг сдвинулось. Лили поняла, что должна бороться за себя. Понимание возникло так же быстро, как вспышка молнии. Она больше не могла быть жертвой. Полной решимости она произнесла: «Я не знаю, как много могу говорить, но я знаю, что не должна позволять никому заставлять меня чувствовать себя плохо». Слова, выходившие из ее уст, были полны силы, и класс замер. Непонимание и удивление придали ей уверенности. Несмотря на шокирующее выражение лица мистера Хансона, произошло чудо. В глазах ее одноклассников зажгался огонек надежды. Это было началом изменений, о которых они все давно мечтали. Теперь, когда Лили посмотрела на своих друзей, она заметила поддерживающие взгляды. В этом моменте они стали для нее союзниками, и общее желание восстановить справедливость переполнило ее душу. Лили почувствовала поддержку, о которой так долго мечтала.
В ту же минуту, когда она взяла на себя свою силу, остальной класс последовал ее примеру, и они все едино закричали: «Больше никаких насмешек!». После этого инцидента все изменилось. Лили поняла, что они вместе были способны создать что-то значимое и высокое. Вскоре все оскольчики тревоги стали собираться и перерабатываться в поддержку. С юной смелостью они начали работать вместе, чтобы создать более дружелюбную и безопасную атмосферу, потому что каждый из них чувствовал ту же боль, что и она. Каждый день они собуравливались, делясь своими опасениями и историями, и вскоре это стало их общим проектом. Лили чувствовала, что, объединив силы, они могли влиять на все, начиная с изменений в классе и заканчивая улучшением отношений между всеми детьми. С течением времени Лили заметила, что ее уверенность растет. Каждый раз, когда в классе происходило что-то подобное, активная поддержка одноклассников помогала ей. Она поняла, что когда выстраивается команда, почувствовать единство – самое главное. Социальные моменты, когда они вместе проводили время в школе, после уроков или через игры, помогали укрепить связь. Лили начала ощущать себя героем своего маленького мира. Она была полна горячей решимости изменить все к лучшему. Она загорелась желанием создать группу поддержки, чтобы помочь другим детям, окруженные общественным давлением. Главной идеей было, чтобы каждый смог свободно делиться своими переживаниями и чувствовать, что его услышат. На одном из встреч она предложила идею создания клуба, местом, где каждый мог прийти, чтобы поговорить о своей жизни и трудностях. Это должно было быть место, свободное от страха, где доверие и дружба могли бы расти. Она также предложила, чтобы они называли себя «Зеленая команда Сильвердейла». Это имя должно было символизировать новую жизнь, которую они стремились создать. Одноклассники Лили с радостью поддержали эту идею, и вскоре клуб начал принимать форму. Они собирались в библиотеке школы, каждый раз создавая новые правила, которые утверждали бы, что зло и насмешки больше не принимались. Каждый член команды взял на себя обязательство поддержать друг друга, и вскоре школа наполнилась атмосферой поддержки. Как только клуб стал более популярным, они начали планировать различные мероприятия, направленные на привлечение других детей и родителей. Лили spoke о том, как важно создавать безопасные пространства, где каждый мог бы чувствовать себя безопасно. Она мечтала организовать ярмарку, где бы проводились мероприятия, соревнования, игры, направленные на укрепление дружбы среди учеников. Вскоре проект «Зеленая команда» привлек внимание местных средств массовой информации. Лили вместе с группой поднял голоса, чтобы заявить о значении дружбы и помощи другим. Их истории нашли отклик у многих, и постепенно к ним начали прибавляться новые члены, которые хотели стать частью этого прекрасного начинания. Каждая встреча заканчивалась мыслями о том, как они могут поддержать друг друга и быть более чувствительными к окружающим. Одним из результатов их активности стало то, что в школе все больше взрослых начали осознавать важность поддержки и безопасной среды для детей. Они организовали собрание с администрацией, чтобы обсудить возможные изменения в образовательной программе. Лили, полная вдохновения и решимости, выступила перед родителями и учителями с речью о том, как школа могла бы стать более открытой и дружелюбной. «Мы, как ученики, имеем право на безопасность и уважение. Нам нужна школа, где все чувствуют себя ценными и услышанными». Ее слова произвели огромное впечатление на всех. Будучи обычной девочкой, она показала, что даже один маленький голос может изменить атмосферу и даже систему. Местные власти начали принимать участие в обсуждении, и вскоре школа приняла различные меры по обеспечению более безопасной и открытой обстановки для учеников. После всех этих изменений Лили заметила, что ее страхи покинули ее. Вместо того, чтобы прятаться от мира, она стала столпом поддержки не только для себя, но и для других. Девочка больше не была та, кто чувствовал себя несчастной. Она приняла новую идентичность.
Годы шли, и она продолжала работать над проектами, обогащая опыт любви и дружбы. Каждый раз, сталкиваясь с трудностями, она помнила, что в ее роли есть возможность изменить и вдохновить других. Лили стала старшеклассницей, и ее история научила многих, что сила в единстве и поддержке. Однажды, когда она готовилась к выпускным экзаменам, Лили решила, что должна стать учителем, чтобы передать все свои знания и опыт следующим поколениям. Ее историю о преодолении страха и трудностей вдохновила многих, и она написала книгу, в которой делилась своими переживаниями и уроками. Каждый разворот приносил надежду, и она хотела показать своему читателю, что тот, кто действительно верит в себя, может изменить повседневность. Книга быстро стала популярной среди студентов и родителей. Лили, теперь окончившая школу, подала документы в университет на факультет педагогики. Она видела себя в будущем в аудитории, рассказывающей своим ученикам, как важно принимать друг друга, как способствовать тому, чтобы каждый в классе чувствовал себя хорошим, и как создать атмосферу поддержки, где каждый голос будет услышан. Вскоре Лили стала известной личностью в больших кругах, известной как защитница детских прав. Она активно публиковала статьи, принимала участие в тренингах по созданию безопасной среды для детей и даже выступала на конференциях. Ее мечта сбылась. Она могла путешествовать, вдохновляя тысячи людей во всем мире. Лили понимала, что ее собственный опыт дал ей возможность стать законодателем перемен. И она знала, что куда бы ее ни занесло в будущем, она всегда будет помнить, что сила в единстве, а добро может победить зло, если за него бороться. С льдолом крутого поворота. Она знала, что даже самые темные времена могут быть заменены светом и надеждой, если только у людей найдется мужество встать и сказать «хватит». Каждый урок в жизни Лили стал не просто частью ее обучения. Это стало эталоном смелости и силы для других. Будучи матери-одиночкой для множества детей, ее миссия началась с сердца и продлилась в действиях. Она знала, что каждый день — это возможность что-то изменить. И когда жизнь завершается, это остается с ней. Тот свет, который она выращивала в сердце, продолжит сиять, подавая надежду многим будущим поколениям.